Ситуацию с Валиевой довели до абсурда. МОК делает вид, что россиянки на Олимпиаде нет. СИЭС отклонил апелляции ИСУ, ВАДА и МОК, оставив снятие временного отстранения Камилы Валиевой в силе. Раз уж у Международного олимпийского комитета не получилось отстранить Валиеву от соревнований, он решил предпринять собственные действия. Вскоре после решения СИЭС МОК выпустил заявление, что должен следовать верховенству закона и разрешить фигуристке участвовать в соревнованиях. А еще понимает, что расследование не завершено и вина спортсменки не установлена. Эту ситуацию МОК назвал неубедительной и после консультации с национальными олимпийскими комитетами принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира в фигурном катании. Причина – на пьедестал придется идти Валиевой. Она правила вроде как и нарушила, но вроде как этот факт официально еще не установлен. Следующим пунктом идет условие. Если Валиева займет место в тройке в одиночном катании, то не цветочный, где всего-то вручают игрушку. Ни церемонии награждения сейчас не будет. МОК обещает провести достойную церемонию, когда закончится расследование. С юридической точки зрения нарушений нет. МОК является организатором Олимпиады, проведение награждений находится в его юрисдикции. А вот с этической, кажется как минимум сомнительным. Вина Валиевой не установлена, и МОК сам про это пишет в своем релизе. Но в то же время он превентивно ее наказывает, как бы указывая на место. Ты попалась. И раз мы не можем тебя отстранить, то лишим возможности почувствовать себя чемпионкой или призером, потому что ты вообще не имеешь на это права. Можно представить, что это решение было принято под давлением других национальных комитетов. МОК решил перестраховаться, чтобы снизить градус хейта. Мало ли, условная канадка или американка попадут в призеры и откажутся стоять рядом с Валиевой. Или заявят, что нельзя награждать допингистку. Но мы все равно возвращаемся к тому, насколько это решение в данной ситуации этично, и адекватного ответа не находим. Помимо отмены церемоний, МОК направил просьбу к ИСУ о включении 25-й спортсменки в произвольную программу, если Валиева попадет в топ-24 короткой, и федерация ее уже утвердила, из соображений справедливости. Тут можно расценить, что комитет пытается сделать вид, что Валиевой уже не существует. Раз такая просьба поступила, значит МОК держит в голове вариант, что Валиеву в итоге дисквалифицируют, а ее результаты аннулируют, и все к этому готовят. Это решение, на самом деле, можно адекватно объяснить и даже понять. Да, МОК и правда страхуется на случай, если придется пересматривать результаты. И в первую очередь на тот, чтобы 25-я спортсменка потом не заявила, что она нечестно не попала в произвольную программу, где могла бы набрать баллов и показать себя. Но этично ли, что МОК своими решениями показывает, что Валиевой не место на этих соревнованиях? Нормально ли, что после неудовлетворительного для МОК решения СИЭС комитет в глазах многих россиян выглядит разъяренным метателем стрел в надежде, что хотя бы одна попадет в Валиеву и накажет ее? На самом деле, вся эта ситуация очень двоякая. С одной стороны, Валиеву еще никто не признал виновной и не выдвинул ей обвинения. Де юре у нее такой же статус, как и у остальных девушек, и она по решению СИЭС имеет право соревноваться. Решение панели арбитражного суда справедливо. Девушка в силу возраста является защищенным спортсменом, а у ее защиты не было времени, чтобы собрать доказательства и отстоять свою правоту. Кроме того, нарушение было зафиксировано в декабре. Препарат не влияет на спортивные результаты, вещество в микродозе, а после все пробы чистые. С другой стороны, на олимпийский лед выйдет девушка, которая нарушила антидопинговые правила. Это установленный факт. В отличие от факта ее вины. И согласно кодексу ВАДА, неблагоприятный результат допинг-пробы – это нарушение, за которое должно последовать соответствующее наказание, если обвиняемый не сможет доказать свою невиновность. Тут можно понять тех, кто возмущается, что выход Валиевой на лед нарушает принципы чистого спорта. МОК попытался найти какой-то взвешенный вариант,
которая хоть как-то успокоит разъяренную публику, недовольную, что грязная спортсменка будет соревноваться. Но одна вещь очевидна. Эта ситуация дала аргументы ИСУ, что нужно повышать возрастной ценз, так как девочки в 15 лет могут иметь не только физические преимущества, но и юридические. Время показать змеиный оскал. Валиевой нужно проявить спортивную злость на Олимпиаде. Допинговый скандал нанес сильный удар по подготовке Камилы к соревнованиям. Но тем больше причин не оставить соперницам ни единого шанса. Лучший подарок для всех влюбленных в фигурное катание – допуск Камилы Валиевой к личным соревнованиям в Пекине. Это решение не отменяет последующих разбирательств и испорченный олимпийский праздник. Но самое главное, что наша невероятная фигуристка выступит со своими программами. Было бы величайшей несправедливостью, если бы от участия отстранили главную фаворитку Олимпиады и талантливейшую спортсменку. Без Камилы ничью победу нельзя было бы назвать полноценной. И хотя за эти безумные дни ей истрепали все нервы, не стоит недооценивать силу спортивной злости. Все эти жуткие испытания, выпавшие на долю 15-летней девочки, должны окупиться. Теперь у Камилы как никогда сильная мотивация выиграть и в очередной раз показать всему миру свое неземное катание. Вынести решение о допуске Валиевой к соревнованиям накануне короткой программы у девушек – очевидная попытка подорвать ее настрой и не дать нормально подготовиться к турниру. Камиле необходимо сейчас собраться, причем в очень сжатые сроки, и выйти на лед с максимально боевым настроем. Задача сложная, после всего, что ей пришлось пережить. Невозможно представить, что творилось в ее душе все это время. Когда из звезды Камилу пытались превратить в обманщицу и прикрепить ярлык нечестной спортсменки. Сначала восхищались и осыпали комплиментами, а затем поставили под сомнение ее доброе имя. Подобный болезненный опыт может сломить даже взрослого. Что уж говорить о ребенке. Но Камила Валиева не зря весь олимпийский сезон от старта к старту не оставляла сомнений, что она лучшая. Выдавала каждый раз столь потрясающие прокаты, что прошлые рекорды не могли устоять под напором такой красоты в сочетании с неудержимой мощью. И она способна обернуть происходящее себе на пользу. Выплеснуть спортивную злость и не оставить соперницам ни единого шанса. Помните, какой образ у Камилы Валиевой в ее произвольной программе под «Болеро»? Вовсе не милой и нежной девушки, какой она является за пределами катка. Камила перевоплощается в змею и гипнотизирует зрителей своим катанием. До сих пор она справлялась с этой ролью на отлично. Но теперь ей нужно внести в нее дополнение и показать свои острые зубы. Кто-то очень не хочет, чтобы эта девочка стала олимпийской чемпионкой и блистала на пекинском льду. Но Камиле нельзя позволять себя сбить. Как бы ни было трудно настроиться на выступление, она может прорваться через окутавший ее негатив и выйти во всех смыслах победительницей из этой драматичной истории. Для Валиевой наступает идеальный момент выдать прокаты всей жизни. Ничто не дает столь мощную мотивацию и волю к победе, как желание стереть улыбки с лиц тех, кто над тобой издевался.